Что из себя представляли самые дикие и мощные ураганы в истории Соединенных Штатов Америки? Какой ущерб стране они нанесли, унося миллиарды долларов и тысячи людей? Я расскажу про настоящее безумство природы, которое человек до сих пор не смог обуздать. Но самый дорогой ураган будет в конце, вы точно удивитесь ему. Ураган Майкл, обрушившийся на Флориду 10 октября 2018 года, вошел в историю как один из самых мощных штормов, достигших Соединенных Штатов Америки. Он стал первым ураганом 5-й категории, а это высшая планка в измерении, обрушившимся на северо-восточное побережье Мексиканского залива с момента начала наблюдений. Максимальная скорость ветра достигала 260 км в час, а волны в несколько метров вызвали катастрофические разрушения на побережье, особенно в районе города Мексико-Бич. Этот ураган принес достаточно масштабные разрушения и жертвы. Около 50 человек погибли, как от прямого воздействия стихии, так и в результате последствий, таких как обрушение зданий и утопление. Особенно досталось фермерам, которые потеряли урожай хлопка и скота, что нанесло сельскому хозяйству ущерб на сумму более 180 миллионов долларов. Общий ущерб от урагана Майкл оценивался в 25 миллиардов долларов, что сделало его одним из самых дорогих штормов в истории Соединенных Штатов Америки. Ураган Майкл также оказался разрушительным и для экологии. Были повреждены миллионы гектаров лесов, в некоторых районах до 87% деревьев погибли. Теплые воды Мексиканского залива способствовали стремительному усилению шторма, который всего за несколько дней перерос из тропического шторма в разрушительный ураган, бушевавший еще несколько дней. Спасательные работы и восстановление после удара стихии потребовали многих месяцев, а восстановление экономики и экосистемы в некоторых районах продолжается и по сей день. Жутко, правда? Но это самый безобидный ураган в этом списке. Посмотрите на эту жесть. Ураган Айк, обрушившийся на побережье Техаса 13 сентября 2008 года, стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Соединенных Штатов Америки. Он достиг берегов как ураган 2-й категории с максимальной скоростью ветра 175 км в час. Казалось бы, не такие серьезные цифры, как в прошлом случае. Однако главным ударом стихии стал не ветер, а мощный штормовой нагон, который поднял волны высотой до 6,7 метра в районе Сабин-Пас, что для урагана такой категории было крайне необычно. Затопление побережья и волны разрушили почти все дома на полуострове Боливар, оставив за собой почти полное опустошение. Кроме Техаса, от штормового нагона и ливней пострадали Луизиана и Миссисипи. В общей сложности ураган унес жизни около 195 человек, включая жертв на Карибах, и оставил без электричества более 3 миллионов человек. Экономический ущерб оценивался в 38 миллиардов долларов, а некоторым людям выплачивают пособия до сих пор. Одним из примечательных последствий стал длительный кризис в энергетическом секторе. Остановка нефтеперерабатывающих заводов и платформ в Мексиканском заливе привела к росту цен на нефть. Восстановление после урагана затянулось на месяцы, а разрушения на полуострове Боливар до сих пор напоминают о последствиях. А имя этого урагана запомнил весь мир. Сэнди, также известный как супершторм Сэнди, обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов Америки в конце октября 2012 года и стал одной из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Он привел к гибели 254 человека в 8 странах и нанес ущерб на сумму около 70 миллиардов долларов только экономике Соединенных Штатов Америки. Его площадь воздействия достигала 1850 километров в диаметре, что делает его крупнейшим ураганом, зарегистрированным в Атлантике. Представляете себе этот масштаб как половина Европы? Куда пришелся основной удар? Наибольшие разрушения Сэнди нанес Нью-Джерси и Нью-Йорку, где штормовой нагон затопил улицы, туннели и метро. Вода поднялась до рекордных уровней. В Нью-Йорке, например, она достигла почти 3,5 метра в районе Беттери-парка.
Миллионы людей остались без электричества, а некоторые районы столкнулись с разрушением целых кварталов. В Квинсе от удара шторма сгорело около 80 домов. Особую роль в разрушениях сыграли сильные ветры и наводнения. Сэнди принес колоссальные волны на побережье, а также вызвал сбои в транспорте и работе предприятий. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась на 2 дня, что произошло впервые за более чем 100 лет. Представляете уровень паники? Кстати, а знаете, что после себя оставил самый разрушительный ураган 20 века Галвестон? Я расскажу в своем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Подписывайтесь! Но давайте к рекордсменам современности. Ураган Ирма стал одним из самых мощных и разрушительных штормов в Атлантике за последние десятилетия. Он возник в конце августа 2017 года у берегов Африки и вскоре превратился в ураган 5-й категории с пиковыми ветрами до 295 км в час. За время своего существования Ирма поддерживала статус урагана 5-й категории на протяжении 60 часов, что является рекордом для Атлантики. Стихия нанесла колоссальные разрушения по всему Карибскому бассейну. Особенно пострадали Барбуда, Сент-Мартин и Куба, где были повреждены или уничтожены до 95% зданий на некоторых территориях. В общей сложности Ирма унес жизни 134 человек, из которых 92 погибли в Соединенных Штатах Америки, в основном во Флориде, которая сильно пострадала от удара стихии. Ураган обрушился на нее 10 сентября как ураган 4-й категории, вызвав массовую эвакуацию. Около 6 миллионов человек покинули прибрежные зоны. Ирма также вызвала мощный штормовой нагон, оставив миллионы людей без электричества и нанеся ущерб, оцениваемый в более чем 77 миллиардов долларов. Нехило, да? Напомню, что начинали мы с 20 миллиардов. Буря разрушила не только Карибские острова, но и значительные территории юго-восточных штатов Соединенных Штатов Америки, включая Джорджию, Алабаму и Каролины, прежде чем полностью рассеяться над Миссури 13 сентября. Но сразу после Ирмы пришла новая беда. Ураган Мария, достигший Карибских островов в сентябре 2017 года, смог легко переплюнуть своего предшественника. Стремительно усилившись до 5-й категории, Мария обрушила на острова мощные ветра со скоростью до 280 км в час и невероятно сильные ливни. Одним из первых под удар попал остров Доминика, который испытал на себе всю мощь шторма. Практически все здания на острове были разрушены, а зеленые леса и поля полностью уничтожены, лишив людей укрытия и пищи. Однако наибольший удар ураган нанес Пуэрто-Рико и побережью Соединенных Штатов Америки. Когда Мария достигла острова 20 сентября, она ослабла до урагана 4-й категории, но это не уменьшило катастрофического ущерба. Ветры скоростью до 250 км в час и штормовой нагон в 2,7 метра затопили прибрежные районы и разрушили большую часть инфраструктуры. Самым разрушительным последствием стал полный коллапс энергетической системы, оставивший все местное население, около 3,4 миллиона человек, без электричества. Восстановление электроснабжения заняло несколько месяцев, что привело к гуманитарному кризису. Люди остались без воды, продовольствия и доступа к медицинской помощи. Власти заявили, что число погибших от последствий урагана могло превысить 3000 человек. Многие смерти произошли из-за отсутствия медицинского обслуживания и задержек с восстановлением критически важных объектов, таких как больницы и водоочистные станции. Помимо человеческих жертв, ураган нанес колоссальный ущерб экономике. Сельское хозяйство было практически уничтожено. Погибло около 80% всех сельскохозяйственных культур на острове, включая сахарный тростник и кофе. Общий ущерб от урагана составил около 91,6 миллиарда долларов, что кажется просто астрономической суммой. Представляете, сколько проблем было у людей со страховыми? И, кстати, вот что делать, если попадаешь в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки?
Компания ДТП «Америка» помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. А теперь посмотрите на эти разрушения. Ураган Ида, обрушившийся на Луизиану 29 августа 2021 года, стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий последних лет. Он очень активно освещался в средствах массовой информации. Отсюда огромное количество пугающих кадров. С максимальными ветрами до 240 км в час достиг берегов как ураган 4 категории, затопив огромные территории, включая Нью-Орлеан и южную часть штата. Это произошло ровно через 16 лет после урагана Катрина, что усилило драматизм события. И также стало причиной масштабных отключений электричества, оставив более 1 миллиона человек без света. Общий ущерб от урагана оценивался в 95 миллиардов долларов, если подбить все цифры и просто деятельности сырьевых предприятий. В результате стихии погибло не менее 91 человека, и разрушения распространялись от Луизианы до северо-востока Соединенных Штатов Америки, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, где сильные дожди вызвали исторические наводнения. Ида также привела к масштабным разрушениям энергетической инфраструктуры, что спровоцировало рост цен на нефть и нанесла серьезный удар по логистическим и транспортным системам Соединенных Штатов Америки. А это ураган Харви, обрушившийся на побережье Техаса в августе 2017 года. Начавшись как тропическая волна, он быстро усилился до урагана 4 категории, достигнув максимальной силы, когда ветер доходил до 210 км в час. Первое его столкновение с сушей произошло около города Рокпорт, после чего Харви обрушил рекордные дожди на юго-восток Техаса. Особенно пострадал Хьюстон, где было зафиксировано наводнение катастрофических масштабов. Одним из самых шокирующих аспектов Харви стала его необычайная продолжительность. После выхода на сушу ураган замедлился и буквально остановился над Техасом на несколько дней, что привело к выпаду более 1520 мм осадков в некоторых местах. Это сделало Харви самым дождливым ураганом в истории Соединенных Штатов Америки, вызвав наводнение на территории размером со штат Нью-Джерси. Какой ущерб? Стихия затронула около 13 миллионов человек, разрушила или повредила более 200 тысяч домов, а материальный ущерб от урагана составил примерно 120 миллиардов долларов. В Хьюстоне были эвакуированы десятки тысяч людей, многие оказались в убежищах. Федеральные службы, в том числе армия и полиция, спасли более 17 тысяч человек, застрявших в своих домах из-за наводнений. Особенно пострадала нефтяная индустрия, так как более 25% добычи нефти в регионе было остановлено, что вызвало скачок цен на топливо по всей стране. Также в результате урагана было зафиксировано 89 прямых смертей, в основном из-за утоплений и обрушений зданий. Восстановление после урагана длилось месяцы, а некоторые районы до сих пор восстанавливаются. Ну и самый разрушительный ураган современности. Катрина обрушилась на юго-восток Соединенных Штатов Америки в августе 2005 года и стала одной из самых опустошительных природных катастроф в истории страны. Ураган начал формироваться над Багамами 23 августа, а к 28 августа достиг категории 5, высшей на шкале Саффира-Симпсона, с ветрами, дующими на скорости до 280 км в час. Однако основная разрушительная сила Катрины проявилась не только в виде сильных ветров, но и в катастрофических наводнениях, вызванных штормовым нагоном и проливными дождями. 29 августа ураган достиг побережья Луизианы и Миссисипи, причинив наибольшие разрушения в этих штатах. Ветер при его втором выходе на сушу ослаб до 193 км в час, но этого оказалось достаточно, чтобы привести к разрушению дамб и затоплению 80% территории Нового Орлеана. Основной причиной наводнения стала уязвимость местной системы защитных сооружений – дамбы и стены.
построенные для защиты города, не выдержали давления воды. Штормовой нагон, достигающий 8,5 метра, полностью разрушил побережье Миссисипи и Луизианы. Дома, дороги и предприятия были смыты, а значительная часть Нового Орлеана оказалась под водой на несколько недель. Многие жители города не смогли эвакуироваться вовремя, что привело к тысячам людей, застрявших в переполненных убежищах, таких как Супердоум и Конгресс-центр. Катастрофа унесла жизни более 1800 человек, в основном из-за наводнений. Особенно сильно пострадали беднейшие районы, где люди не имели возможности эвакуироваться. Многие жертвы были найдены после спада воды, так как спасательные операции были сильно затруднены разрушениями и нехваткой координации между федеральными и местными властями. Экономический ущерб от Катрины составил колоссальные $125 миллиардов на тот момент, что сделало его самым дорогим стихийным бедствием в истории Соединенных Штатов Америки на тот момент. Были повреждены или уничтожены около 275 тысяч домов. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а восстановление региона длилось годы. Даже спустя много лет после урагана Новому Орлеану и пострадавшим регионам еще нужно время на полное восстановление. Многие районы города так и не вернулись к уровню до урагана, а население сократилось почти на треть. А кто на первом месте по экономическому ущербу? Удивитесь, но ураган Милтон, обрушившийся на Флориду в октябре 2024 года. Это был третий крупный ураган за год, что поставило новый рекорд по числу ударов в один сезон. Милтон достиг берега в районе Кисиеста как ураган третьей категории, неся ветры до 193 км в час и вызвав катастрофический штормовой нагон, что привело к отключению электричества у 3,5 миллиона человек. Трагедия унесла жизни не менее 25 человек, и ущерб был оценен в сумму от 160 до 180 миллиардов долларов. Точную цифру пытаются определить до сих пор. Особенно тяжелый удар пришелся на инфраструктуру. Поваленные деревья, уничтоженные дома и тысячи затопленных улиц оставили многие районы во Флориде в критическом состоянии. Дополнительно ситуация усугубилась рекордным количеством торнадо. Было зарегистрировано около 45 смерчей, что для штата Флорида является редкостью. Причины такой интенсивности урагана связывают с изменениями климата. Без глобального потепления Милтон мог бы остаться менее мощным, но потепление океанов способствовало усилению шторма. Кроме того, влияние изменений климата привело к образованию большого количества осадков и сильнейшему штормовому нагону. Благо, что современные технологии позволили заранее предупредить население штата и подготовить всех к эвакуации, только из-за этого счет погибших не перевалил за сотни и тысячи. А на этом все. Берегите себя. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного из жизни США. И спасибо за просмотр.